Да, я знаю, что вы скажете. Такой ролик только про фильмы уже выходил другого блогера, я не спорю, так и есть. Но я решил позаимствовать идею и сделать то же самое, только про мультфильмы. Думаю, и вам интересно, и мне контент на канал. За последние 2 недели я просмотрел столько трэшовых мультфильмов, что теперь даже не знаю, как буду жить дальше. Когда я только зашел на рейтинг худших мультфильмов, тут же удивился, ведь среди них я уже и так посмотрел штук 10. Вообще рейтинг фильмов от мультфильмов отличается тем, что мультфильмам оценку дают в основном родители, которым попросту надоело то, что смотрят их дети. Таким образом, можно легко объяснить в этом списке Дашу Путешественницу, Go Diego, Winx, Bratz и так далее. Про них вы и без меня сами знаете, поэтому останавливаться тут особо не буду. Скажу лишь, что около 5-6 версий Bratz находится в этом списке. Ну, еще бы, вы только посмотрите на эту тошнотворную анимацию. А ведь раньше дети только такое и смотрели, благо сейчас появились Мистеры Максы. Также, как вы понимаете, в списке обилие российских мультфильмов, некоторые из которых вы уже знаете. Привет детям против волшебников. А еще несколько мультфильмов про Титаник и несколько плагиатов Кунг-фу Панды. Серьезно, тут целых 3 копии истории про воина дракона. Об этом всем мы поговорим чуть позже. Вообще, никому не советую смотреть мульты из сегодняшнего видео, только настроение себе испортите. Лучше посмотрите какой-нибудь сериал. Лично от себя рекомендую Тьму. Закрученный сюжет, характерные персонажи и очень мрачная, но красивая картинка. Для любителей анимации только что вышел сериал «Что если» от Marvel. А посмотреть их, да и многие другие громкие тайтлы вы сможете абсолютно бесплатно на сервисе Films Club, где собраны сериалы с Netflix, Amazon, Apple+, Disney+, HBO, Fox Studio и других студий. Я уже как-то раз рассказывал вам об этом сайте. Элементарная регистрация по номеру телефона или email и вуаля, вся библиотека контента перед вами. А с новым визуальным оформлением сервиса стало смотреть еще приятнее. Важной фичей сайта является то, что все сериалы выложены не в гнусавом любительском переводе, а в профессиональной озвучке от студии TV Shows. Также есть возможность скачивать сериалы, ведь у Films Club есть приложение для Smart TV, Android TV и смартфонов. Переходите и регистрируйтесь, пока есть возможность. Ссылка в описании. Что ж, начнем с Така и могущества Жужу, первого CGI мультфильма Никелодеона. Я застал его еще в далеком 2009 году, когда приходил после школы и врубал телевизор. В целом ничего примечательного, вполне обычный, посредственный мультсериал для этого канала. Даже говорить о нем неохота, поэтому давайте перейдем к тетушке Луизе. Это короткометражка от режиссера Дэдпула. Эх, лихие 2000-е. Мульт с плохой анимацией и закадровым голосом про дамочку, у которой мания преследования. Очень скучно, но хотя бы коротко, в отличие от следующего мультфильма «Мартышки в космосе». Вот это уже что-то, над чем можно постебаться. Я даже не знаю, стоит ли вообще говорить про анимацию этих произведений, так как почти везде она отвратительна. Мартышек это не обошло стороной, но еще и добавился бестолковый юмор с попыткой в драму. Да и ко всему прочему, это сиквел. Я очень скучал во время просмотра. Мульт явно рассчитан на детей до 3 лет. Уныло. А вот «Хоббит» 1966 года был достаточно занятным. Ну, это просто потому, что авторы делали эту короткометражку меньше месяца и притом полностью исковеркали оригинального толкиновского «Хоббита». Да и мультфильмом сложно это назвать. Это слайд-шоу для того, чтобы вызвать у вас эпилепсию. Ну и к этому соусу еще добавлен закадровый голос. Создатели решили добавить какую-то принцессу Микки вместо 13 гномов, дракона обозвали слагом, а эльфов вообще убрали. Короче, накрутили какую-то отсебятину, не пойми зачем. Следующим по списку идет Гурвиник, профинансированный фондом кино европейско-российский мультфильм про отвратительно нарисованного парня, который целыми днями режется в игры. Видно, что авторы пытались влезть в молодежную движуху, но при этом сами в ней ничего не смыслят. В Гурвинике много сленга, и порой он заходит слишком далеко. Например, папу он называет папачей, а бабушку – бабуленчиком. Вообще, Гурвиник – это культовый персонаж для Чехии, но в мульте его решили переделать на современный лад, из-за чего смотрится это крайне неуместно. А свое отношение авторы показали, когда в начале мультфильма в качестве юмора использовали писающую собаку. Далее Мстители – Дисковые войны. Аниме про Мстителей.
Этот мульт просто одна из миллионов копий покемонов или бакуганов. Только вместо Пикачу или Гидроноида тут Железный Человек или Халк. Ничего примечательного, вполне обычное аниме про школьников. Да, про школьников, ведь именно они тут выходят на первый план, а не супергерои. В общем, ничего такого. Кризис Шмизис. Но вот это даже не знаю как оценивать. Невразумительное нечто с недалеким юмором, матами, блэкджеком и оленем. А вот невидимый отель 3D я так и не смог найти в интернете, поэтому довольствовался лишь трейлером. Тут лучше без лишних слов, просто покажу вам моменты с трейлера. Who are you? I always want to protect my daughter. Помните короткометражку Pixar о птичках? Так вот, мне кажется, я нашел, чем вдохновлялись авторы. Воздушными шариками 1987 года. Но давайте отдадим должное, мультфильм довольно старый. Возможно, для того времени он не так уж и плох. Да, не так уж и плох он на самом деле, если учитывать, что мы увидим дальше. А вот от отряда курят кунг-фучих, да, это такое название. Отряд курят кунг-фучих. От них меня тошнило больше всего. Омерзительная графика, тупейший юмор и задумка. Не понимаю, как Cartoon Network вообще такое пропустил. Одним из самых худших мультфильмов на Кинопоиске является «Наша Маша и волшебный орех». Возможно, многие из вас уже о нем слышали по многочисленным обзорам на ютубе. Это мультфильм, над которым я знатно поугарал. Еще один пример того, что большинство российских авторов мало того, что ничего не смыслят в создании хороших историй, так и современные тренды не понимают. Чего только стоит рэп в середине мультфильма. Простите меня за это, но я должен вам это показать. Мой дорогой аминь. Бывают женщины встают у дружбы на пути, любви превратности приводят к ревности. Но ты почувствуешь сильней, Если случится, моя королева. Причем происходит это вообще не в тему, и ты задаешься вопросом, как мульт за 20 минут дошел до такого. Сложно не назвать происходящее бредом. Маша находит волшебный орех, который отправляет ее вместе с говорящими игрушками в другой мир, где они становятся людьми. В это время крысы крадут орех у Маши, а император, он же крысиный король, пытается сделать Маше предложение. Не знаю, почему я до сих пор говорю про этот мульт. У Маши явно нездоровая тяга к игрушкам, игрушкофилия. А вот извините меня за выражение, картина «Двигай время» выглядит очень похоже на Гурвинника. Убогая анимация, шутки про газы и издевательство над французским классиком Жюлем Верном. Не знаю, есть ли смысл рассказывать про сюжет. Если вкратце, то 4 гениальных ребенка спасают мир от того, что натворило их правительство. Но все это не имеет значения из-за обилия тупости. Не смотрите это. А вот приключения Аленушки и Еремы можете глянуть. Ну, для того, чтобы понимать, как не нужно делать. Создатели не понимают, как нужно делать мультфильмы. Персонажи вначале начинают петь, хотя мы видим их первый раз. Герои творят не пойми что, доверяют первым увиденным людям и ведут себя как ни в чем не бывало. Знаете, именно за просмотром Аленушки и Еремы я понял, что надо ценить нормальные мультфильмы. Того же Луку от Pixar. Ну а бременские разбойники, без шуток, мне даже понравились. Да, тут идет издевательство над героями из бременских музыкантов, но в целом не так уж и плохо. Анимация довольно сносная, особенно учитывая, что мы уже видели до этого. Да и сеттинг не самый ужасный. В общем, мультфильм попал в топ худших, вероятно просто потому, что исказил уже известных бременских музыкантов, и людям это не понравилось. Примерно то же самое касается и возвращения Буратино. Не самая плохая анимация, да и история в целом нормальная, в отличие от всех остальных мультфильмов сегодняшнего видео. На самом деле, я посмотрел только 20 минут, но за это время мультфильм показался мне довольно занимательным. А вот Мутабар — это вообще новый прикол. Что там вообще происходит, я так и не понял. Какие-то инопланетяне, драки, жены инопланетян, двухголовые мужики, подземный царь, любовь и богатырь. Поверьте, если вам кажется, что 3 богатыря это трэш, то вы просто не видели Мутабара. Неожиданно, но я даже порекомендую посмотреть вам хотя бы начало Мутабара. Просто заценить, как трэшово, но занятно можно делать. Кстати, озвучка неплохая. Черепашки-ниндзя – легенда Супермена. Сразу сделаю предупреждение. Супермена тут никакого нет. Только черепахи, которые превращаются в супер-черепах. А, точно. И это аниме. Аниме про черепашек-ниндзя, с глупыми шутками, фейспалмами и прочим. Все как в обычном низкопробном аниме.
А теперь сын Бэмби встречает Годзиллу. Качественная короткометражка про то, что было бы, если бы сын легендарного Бэмби когда-то встретил Годзиллу. Рекомендую. Для меня стало открытием, сколько же копий Кунг-фу Панды существует в мире, и 3 из них попали в сегодняшний топ. Начнем с самой известной Кунг-фу Кролик. Китайская версия Кунг-фу Панды с шифу, готовкой и кунг-фу. Все очень просто. Причем главный злодей тут панда. Очень интересно сделали. Далее Панда 2009 года. Ну, это вообще прикол над оригинальным мультфильмом. Главный злодей здесь король дракона. Что-то все делают злодеем кого-то из Кунг-фу Панды. И Панда 2012 года. Полный шлак, больше напоминающий видеоигру 2000-х, чем полнометражный мультфильм. Тут, кстати, есть своя неистовая пятерка, даже с Богомолом. Носферату ужас ночи стал для меня квинтэссенцией сегодняшнего видео. Наверное, тут самая ужасная анимация из всех мультфильмов. Сюжет примитивен. Дракула хочет выпить кровь у всех женщин мира, а Ван Хельсинг словить вампира. Все просто, но с этой анимацией происходящее воспринимается как прикол, не иначе. Кроме всего прочего, в списке худших мультфильмов были «Дети против волшебников» и «Взломать блогеров». Но почти все из вас и так о них знают, поэтому ничего говорить не буду. Фанбой и Чам-Чам, это если вы помните мультсериал от Никелодеона, и он, кстати, мне всегда был противен, Кукарача, Планета Шина и так далее. Про них я решил не говорить по определенным причинам. Вот такой получился ролик. Если вам понравилось видео, то вы знаете, как его поддержать. Всем большое спасибо за просмотр и еще увидимся.